Путешественники всегда мечтают попасть в особенное место, которое напоминает им сказку. И такое место есть. Это швейцарский город Люцерн, который находится на берегу Фирвальдштетского озера. Здесь из озера вытекает река Ройс, которая, проходя через старый город, делит его на две части, придавая Люцерну особый колорит. Здесь присутствует все, что нужно для создания романтики. Вода, старинные мосты и башни, разукрашенные фасады домов и живописные горы на горизонте. Несомненно, Люцерн – один из красивейших городов Швейцарии. Он чем-то похож на итальянскую Венецию. Главный символ Люцерна – мост Капельбрюке. Это старинный крытый деревянный мост через реку Ройс. Его построили в 1365 году, и он считается самым древним подобным мостом Европы. Свое название мост получил от небольшой капеллы Святого Петра, расположенной рядом с мостом. Но изначально Капельбрюке был частью городских укреплений и служил оборонительным коридором, соединяя две части Люцерна. Длина моста 204 метра. Одна из самых интересных особенностей Капельбрюке – треугольные картины под его крышей. Здесь их больше сотни. Они рассказывают о важных событиях истории Люцерна и Швейцарии. Рядом с мостом стоит Вассертум – водяная башня. Свое название она получила потому, что стоит посреди воды. Вассертум старше самого моста. Ее построили примерно в конце XI века. Сегодня мост с башней посреди реки воспринимается как единый колоритный образ города. А на горизонте хорошо видна гора Пилатус, природный символ Люцерна. Ее высота более 2000 метров, и она сразу притягивает внимание путешественников. На другой стороне Ройса видим и иезуитскую церковь. Ее фасад и две башни хорошо видны с набережной. Внутри здания торжественный барочный стиль. Это первая крупная барочная церковь, построенная в Швейцарии. Ее строительство началось в 1666 году. Церковь была посвящена святому Франциску Ксаверию и связана с иезуитским колледжем, который в то время играл важную роль в образовании и религиозной жизни Люцерна. Снаружи церковь выглядит довольно сдержанно, но внутри открывается совсем другой мир. Светлый барочный интерьер, белая лепнина, золоченые детали, боковые капеллы и росписи придают внутреннему убранству особую торжественность. Здесь много света, воздуха и мягкой декоративности. Сегодня иезуитская церковь остается действующим храмом. Она также является концертной площадкой. Здесь прекрасная акустика, поэтому тут проходят концерты духовной и классической музыки. Набережная города кажется как будто нарисованной на старинной картине. Но это не просто красивое место. Вдоль реки Люцерн веками жил, торговал и строился, соединяя свои берега мостами. Одним из таких мостов является Ратхаусшек. Ратхаус по-немецки означает ратуша, а стек – пешеходный мост. То есть это мост, ведущий к ратуше. С него хорошо видно, как близко старый город подходит к реке. Вдоль набережной расположены исторические отели, которые хранят память о золотой эпохе путешествий. Набережная является лучшим местом для прогулок. Здесь Люцерн кажется особенно чудесным. Старый город компактный и уютный. Многие здешние здания украшены яркими оригинальными фресками и картинами, повествующими о зданиях и об исторических событиях. Исторический центр изобилует постройками XII-XVIII веков. В этом пряничном городке со старинной архитектурой стиль барокко гармонично сочетается со стилем модерн. Выходим на Вайнмаркт, винную площадь. В средние века это место было связано не только с вином. До 15 века здесь находился рыбный рынок. Вокруг площади стоят старые дома с расписными фасадами, вывесками и памятными табличками. На Вайнмаркт особенно выделяется один из домов. Его фасад украшает большая фреска «Свадьба в Кане Галилейской». Там по библейскому сюжету Христос превращает воду в вино. В центре площади стоит Вайнмарктбруннен, один из самых известных фонтанов Люцерна. Его в 1481 году создал мастер из Базеля Конрад Люкс. Вода здесь вытекает из пастей драконов. Далее выходим на Хиршенплац, одну из красивейших площадей старого Люцерна. Здесь особенно хорошо видна любовь города к расписным фасадам. В центре площади стоит фонтан «Гусиный человечек». Мужчина в старинной одежде, держащий двух гусей, выглядит довольно забавно. На фасадах вокруг можно заметить росписи, вывески и памятные надписи. Один из домов напоминает о Гёте, который останавливался здесь в 1779 году. Подходим к старой ратуше Люцерна, которая стоит на площади Корнмаркт. Название переводится как «зерновой рынок».
Здание ратуши построили в начале 17 века. Его в стиле позднего Ренессанса создал итальянский архитектор Антон Изенман. Фасад здания напоминает итальянский городской дворец, а крыша – традиционный люцернский дом. Площадь Корнмаркт небольшая, но здесь хорошо чувствуется старина. Одним из интересных зданий набережной есть бывший дом гильдии пекарей и мельников. Считается, что Люцерн был основан во времена Римской империи. В том месте, где река Ройс вытекает из здешнего озера, существовало небольшое поселение. В 1178 году местный церковный приход перешел от монастыря к Люцерну. Именно это событие считают фактом основания города. Двигаемся к площади Штернплац, чтобы посмотреть дом Фастнахт и красочные фрески, на которых изображены герои местного карнавала. Фонтан на площади тоже посвящен этому ежегодному зрелищу. Здесь же находится церковь Святого Петра, старейшая в Люцерне. На люцернский карнавал, проходящий в феврале или марте, ежегодно съезжается множество туристов. Стены Фастнахтхауса особенно красочны. Здесь видим участников традиционного карнавала, музыкантов, играющих на экзотических инструментах, а также людей в уникальных деревянных масках. Когда в 1332 году было установлено равноправие между городскими и сельскими поселениями, кантон Люцерна вступил в Швейцарскую конфедерацию и вскоре превратился в город-государство. В Швейцарской конфедерации Люцерн всегда занимал особое место. С учетом удачного географического положения города, это должно было сделать его столицей Швейцарии. Однако в 1848 году местные жители проголосовали против принятия федеральной конституции, так что столицей Швейцарии стал Берн. Выйдя из старого города, двигаемся к скверу с прудом, где в отвесной скале высечен памятник «Умирающий лев». Он довольно внушительных размеров. Памятник посвящен швейцарским гвардейцам, погибшим в Париже во время штурма дворца Тюильри. В то время гвардейцы служили французскому королю Людовику XVI и защищали дворец от ворвавшейся внутрь революционной толпы. Памятник символизирует трагедию солдат, оставшихся верными своей присяге. Чтобы не заканчивать на скорбной ноте, нужно сказать, что Люцерн является исходной точкой многих интересных маршрутов. Например, на гору Пилатус, куда ведет самая крутая в мире зубчатая железная дорога. Есть тут и круизы по местному озеру на исторических пароходах. Одним словом, Люцерн, безусловно, станет одним из ваших самых светлых воспоминаний о Швейцарии.